Всем привет! На сегодняшний день морские перевозки имеют большое значение для мировой экономики и международной торговли и являются единственным средством транспортировки груза в большом объеме. Но бывают такие ситуации, когда судно терпят крушение, неся за собой многомиллионный ущерб. И сегодня ты увидишь самые масштабные кораблекрушения, которые удалось снять на камеру. Во время спуска корабля на воду судно съехало с трапа и начало тонуть, не успев даже проплыть и метра. Это именно тот момент, когда ответственный за его спуск позаботился о трудоустройстве своего будущего поколения. А это одно из самых дорогих кораблекрушений, произошедшее возле Гавайских берегов. Контейнеровоз, перевозящий груз, попал в сильный шторм, из-за чего было повреждено 1816 контейнеров, а сумма их ущерба составила более 200 миллионов долларов. А вот наглядный пример, почему не стоит жадничать. В 2019 году у берегов Индонезии танкер, перегруженный спецтехникой, затонул вместе со своим грузом и нанес ущерб компании на 70 миллионов долларов. В конце декабря 2021 года во Владивосток прибыл корабль с партией свежемороженых иномарок. Из-за мороза и сильного ветра во время транспортировки на автомобилях наросла 10-сантиметровая корка льда и поразбивала стекла на некоторых машинах. Из-за проблем с двигателем судно оператора этого видео не могло остановиться и снесло полицейский катер. Когда капитан этого корабля уже собирался высадить пассажиров на берег, судно неожиданно потеряло равновесие и начало тонуть. А все из-за того, что люди на борту столпились на одной стороне, из-за чего порвались швартовочные троса и корабль накренился на бок. Но, к счастью, все обошлось без жертв. Во время плавания эта баржа внезапно сломалась на две части, но, к счастью, на помощь экипажу приплыло другое судно, которое находилось неподалеку от них. А вот еще один случай потери равновесия судна при разгрузке, но только уже груженное автомобилями. Утренние вьетнамские маршрутки опасны еще и тем, что могут затонуть в любой момент. У рыбацкой лодки отказал двигатель, и ее начало уносить волнами вместе с экипажем. Но капитан этого парусника решил помочь и вытащить их к берегу, но немного перестарался. А вот еще один пример перегруза судна. Из-за халатности экипажа, которые не привязали перевозящие автомобили, во время шторма машины начали скатываться за борт, и в результате 52 автомобиля из 64 оказались на дне моря. Капитан этого судна решил немного поспать и пустить корабль по течению, и даже удар при столкновении с другим кораблем его не смог разбудить. Sleep. А вот почему не стоит делать себе плавучий дом, особенно там, где постоянно проплывают грузовые суда.
А это, наверное, одно из самых масштабных столкновений. Проплывая под мостом, груженная баржа врезалась в колонну и обрушила мост. Удивительно то, что в этот момент на мосту никого не было, и, к счастью, никто не пострадал. Капитан этого судна не смог вовремя остановить свой корабль и снес доки, которым хотел пришвартоваться. Когда твоя команда поймала больше рыбы, чем твои конкуренты, и они решили ее у вас отобрать. Капитан этого контейнеровоза не справился с его управлением и врезался прямо в доки, серьезно повредив нижнюю часть судна. А это еще одно судно, перевозящее автомобили. Во время их транспортировки морская вода попала на аккумулятор одной из машин, после чего произошло возгорание и сгорели полностью все автомобили. В индонезийском порту танкер унесло сильным течением из доков, и оно оказалось настолько сильным, что даже буксировочный катер не смог его остановить, чтобы судно не врезалось в мост. Этот рыбацкий корабль затонул в порту во время его разгрузки из-за того, что кусок льда пробил дно судна. Когда ты пытаешься кому-то доказать, что ты сможешь сделать то, что у него не получилось. Капитан этого контейнеровоза не справился с его управлением и зацепил разгрузочный кран, стоящий в порту. Пиши в комментариях, какие подборки тебе нравятся больше всего, а также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.